Всем привет! Меня зовут Марина. Я преподаю русский язык иностранцам, то есть я преподаватель русского как второго иностранного языка. И также я тестер, то есть принимаю тесты у иностранцев, которые изучают русский язык. В этом видео я расскажу основную информацию о системе тестирования ТРКИ. Если вы хотите сдавать тест или если вы хотите получить сертификат, где написан ваш уровень владения русским языком, то смотрите это видео. Всего существует 6 уровней русского языка. А1 элементарный, А2 базовый, B1 первый сертификационный, B2 второй сертификационный, C1 третий сертификационный и C2 четвертый сертификационный. В русском варианте это А1 ТУ, А2 ТБУ, B1 ТРКИ1, B2 ТРКИ2, C1 ТРКИ3, C2 ТРКИ4. Каждый тест состоит из 5 частей или субтестов: лексика, грамматика, чтение, аудирование, письмо и говорение. На выполнение каждой части каждого субтеста дают определенное время. Время зависит от уровня и от субтеста. Тест по русскому языку вы можете проходить в 2 дня. Я даже очень советую не проходить все субтесты в один день. Очень тяжело физически, психологически, но если у вас есть возможность разделить на 2 дня, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Если нет, то будьте готовы к тому, что на тест вы потратите не 1 и не 2 часа. А теперь давайте разберем каждый уровень. А1 элементарный уровень или ТУ. Еще мы говорим, что этот уровень владения необходим для выживания. Почему? Потому что этот уровень позволяет вам уже разговаривать с носителями, с русскоязычными людьми и использовать простые фразы и предложения. Рассказывать о себе, своей семье и других близких людях. Рассказывать о месте, где вы живете, где вы отдыхаете, где вы работаете. Понимать фразы и наиболее употребительные выражения. Писать несложные письма на личные бытовые темы, а также писать открытки, записки, небольшие объявления. И этот уровень позволяет вам читать и понимать простые тексты. Следующий А2. Базовый уровень или ТБУ. Этот уровень необходим вам, если вы хотите получить гражданство Российской Федерации. И владение русским языком на этом уровне позволяет вам общаться в простых типичных ситуациях, рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях, понимать разговоры в конкретных ситуациях, в пределах русского литературного языка. Писать простые тексты на знакомые темы, а также писать простые тексты, в которых вы можете описывать людей, условия жизни, работы, учебы. Еще этот уровень позволяет понимать короткие тексты повседневного общения, нашего общения каждый день, и понимать описание событий, чувств, намерений. Например, мы хотим вам помочь. Приходите в наш центр. Следующий уровень B1. Первый сертификационный или ТРКИ1. Этот уровень необходим для поступления в университеты и институты России. И этот уровень позволяет вам уже общаться без предварительной подготовки на тему хобби, путешествия, семья,
жизнь, работа и прочее. Понимать и поддерживать разговоры на известные темы, понимать, о чем идет речь в большинстве телепрограммах, новостях, писать подробные тексты на знакомые вам темы. На этом уровне вы уже можете свободнее рассказывать о ситуациях из своей личной жизни, делиться впечатлениями, чувствами, эмоциями. А также вы можете понимать тексты, понимать аудио, видео, печатные тексты повседневного и профессионального общения. Следующий уровень B2, второй сертификационный или ТРКИ-2. Этот уровень владения необходим для получения диплома бакалавра или магистра. И этот уровень позволяет принимать активное участие в дискуссии, отстаивать свою точку зрения. Без подготовки высказываться, то есть говорить о своей точке зрения с любым носителем русского языка. Понимать литературную речь на знакомые и незнакомые темы, писать эссе, доклады на важные темы с аргументами, примерами и оценкой. И этот уровень позволяет вам уже понимать современную художественную прозу. То есть вы уже сможете читать современную русскую литературу без подготовки. С1. Третий сертификационный уровень или ТРКИ-3. Этот уровень необходим, если вы хотите работать на должности филолога, переводчика, редактора, журналиста, дипломата. И этот уровень позволяет вам уже бегло и спонтанно общаться на любые темы, выражать свои мысли, говорить о ваших идеях, то есть активно поддерживать беседу в ситуациях профессионального и повседневного общения. Также вы уже можете понимать тексты на отвлеченные темы. Поговорим-ка о философии. Четко и логично выражать свои мысли, писать тексты на определенные темы и в определенном языковом стиле, то есть не только письмо другу, но и писать уже профессиональные тексты или даже научные. И, конечно, этот уровень уже позволяет вам понимать тексты даже не в вашей сфере деятельности. И последний уровень C2, четвертый сертификационный или ТРКИ-4. Это уже уровень носителя русского языка. И этот уровень необходим для работы преподавателем или если вдруг вы хотите заниматься наукой. И этот уровень уже позволяет вам свободно понимать беглую русскую речь на любые темы. Писать сложные тексты, доклады, отчеты, статьи, свободно понимать любые тексты, даже на абстрактные темы. Если вы хотите подготовиться к сдаче теста на определенный уровень, то существует очень много учебников, пособий, книг, которые вам помогут подготовиться. Главное, когда вы готовитесь к прохождению теста, знать, какие задания вас ждут, потому что, может быть, у вас уже есть уровень C1 или А2, но во время экзамена вы будете волноваться, и какие-то задания вы просто не будете знать, как правильно выполнять. Поэтому, если вы хотите получить сертификат владения русским языком и хотите хорошо сдать тест, то потратьте некоторое время, посмотрите задания по каждому субтесту, и я уверена, что тогда вы отлично справитесь. Кстати, если вы не уверены, что у вас именно этот уровень владения, который вы думаете, то в описании к этому видео я оставлю ссылки на субтест лексика, грамматика по каждому уровню от А1 до С1. А если вы еще просто не знаете, какой у вас уровень русского языка, и вам будет интересно это узнать, то в описании также я оставлю ссылку на чат-бот, который поможет вам узнать ваш уровень. И если у вас есть какие-то вопросы по системе ТРКИ, то пишите мне в комментариях, пишите на почту
rulandclub@gmail.com, и я обязательно отвечу на ваши вопросы. Кстати, если вы уже проходили тест, уже сдавали тест по русскому языку, то напишите в комментариях, какой уровень вы сдавали, как проходил ваш экзамен, какие были сложности и, может быть, все было очень легко и просто. Пишите, давайте пообщаемся на тему ТРКИ. Чем больше вопросов я от вас получу, тем больше шансов, что будет еще одно видео о ТРКИ. Пока-пока, до скорой встречи!